Всем огромный привет! Вы находитесь на моем канале «Сказочная страна Амигуруми». И сегодня я хочу связать с вами и показать мастер-класс на вот такую вот коалу. Коала 9 сантиметров. Она очень похожа, как мы вязали с вами пандочку, то есть на мастер-класс пандочки и мастер-класс на динозаврика. То есть это похожие схемы. Вот, и по этой же схеме с небольшими изменениями я связала коалу. Коала полностью цельновязанная, носик тоже вывязывается в процессе, пришиваются только ушки. Вот так она выглядит. У меня это идет в качестве брелочка, но можно ее использовать как маленькую игрушечку. Итак, какие материалы нам понадобятся? А понадобится нам всего лишь два цвета. Цвет коалы. У меня это светло-светло-голубой цвет. Мне очень нравится как коала получается именно в этом цвете. Ну и для носика черная пряжа. Также, если вы хотите, чтобы у вас ушки были вот такие вот пушистые, я использовала пряжу Alize. Не помню какая, у меня был кусочек голубенькой пряжи. Обшила, сделала обвязочку на ушке. Но сейчас я этого делать не буду. Показывать мастер-класс я буду без вот этой обвязки. Если у вас есть какая-то другая пушистая пряжа для контраста, то вы можете использовать для обвязки ушек другую пряжу. Именно пушистую, если вам понравились вот такие вот ушки. Все, давайте начнем. Ну, ушко одно я уже связала, как я вам говорила. Я не буду делать обвязку с Alize, а сделаю просто свяжу обычное ушко с обычной обвязкой. Вот так оно выглядит. И давайте свяжем с вами второе ушко. Итак, приготовила я пряжу и набираю 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И в третью петлю от крючка я провязываю 8 столбиков с накидом. Два, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Теперь делаю соединительный столбик в первую петлю предыдущего ряда. Хвостик при этом тоже вяжем. Вот так. Первый ряд готов. Теперь я делаю воздушную петлю. И в эту же петлю я провязываю один столбик без накида. Ввязывая хвостик, при этом провязываем прибавку в следующую. 2 столбика без накида в одну петлю. В следующую опять 1 столбик без накида. Так нужно сделать 4 повторения. В следующую прибавка. 2 столбика без накида в одну петлю. Дальше я обрезаю хвостик, чтобы он не мешал. И делаю еще 2 повторения. 1 столбик без накида. В следующую прибавка. И последний раз 1 столбик без накида. И в следующую прибавка. Вот такое ушко, оно немного закрученное получается. Теперь я обрезаю хвостик и оставляю для пришивания. Делаю соединительный столбик в следующую петлю. Все, и наше ушко готово. Вот такое оно немного закрученное получается. Вот 2 ушка. Все, теперь давайте будем вязать тело. Для этого набираем 2 воздушные петли. И во вторую петлю от крючка я провязываю 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Первый ряд готов.
Дальше второй ряд. В каждую петлю 2 столбика без накида, все прибавки подряд. В конце ряда у нас должно получиться 12 столбиков. Ставлю маркер в первый столбик. Продолжаю вторую прибавку. Третья прибавочка. Хвостик вяжем вместе. Четвертая. Пятая. И шестая прибавка. Второй ряд готов. Третий ряд. 1 столбик прибавка. Столбик без накида провязали. Следующую прибавка. 2 столбика без накида в одну петлю. Так нужно сделать 6 повторений. 1 столбик без накида. Следующую прибавка. Это второе повторение. В этом ряду должно быть 6 повторений и 18 столбиков в конце. Это третье повторение. Четвертое. Так. Это пятое. И последнее, шестое. В конце прибавочку. А вот третий ряд готов. 18 столбиков по кругу. Четвертый ряд. Четвертый ряд провязываем так. Снимаю маркер. Провязываю столбик без накида, ставлю маркер обратно. Первый столбик провязали. И еще 4, всего 5 столбиков. Второй столбик без накида. Третий, четвертый и пятый. В следующую петлю мы будем провязывать ножку. Ножка вяжется попкорном, который состоит из 5 столбиков с накидом. Делаю накид. И в одну петлю, в следующую, я провязываю 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. Вот так вот получается. Я вытягиваю немного петлю. Вставляю крючок в первый столбик, одеваю рабочую петельку, подтягиваю и вывожу через первую петельку. Делаю воздушную. Первую ножку мы провязали. Дальше провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и 5. Вяжем следующую ножку. В следующую петлю провязываю 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. Вытягиваю петельку, вставляю в первую, одеваю рабочую и вывожу через первую. Делаю воздушную. Дальше опять провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и 5. В конце остается 1 столбик. Мы вяжем хвостик. Хвостик вяжем шишечку, которая состоит из 4 столбиков с накидом. Делаю накид. В последнюю петлю делаю первый недовязанный столбик с накидом. Опять делаю накид. Второй недовязанный столбик с накидом. Третий. И четвертый. Это все в одну петлю. У нас 5 петелек на крючке. Провязываем вместе. Итак, провязали мы 4 ряд, 5 ряд. Снимаю маркер и провязываю 18 столбиков по кругу, без накида, без прибавок и убавок. 18 столбиков без накида. Первую провязали, вторая, третья,
4, 5 петелька. Теперь за воздушную петельку, которую мы с вами делали на лапке, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Опять за воздушную на лапке. Вот петелька 13, 14, 15, 16, 17 и за воздушную последнюю 18. Вот такая деталь у нас получается. Теперь 6-й ряд. Снимаю маркер и вначале провязываем убавку. За полупетельки провязала убавку и ставлю маркер, первый столбик. Дальше провязываю 14 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. И в конце провязываем убавку. За передние полупетельки убавочка. В конце ряда у нас получается 16 столбиков. Дальше 7-й ряд. Провязываем 5 столбиков без накида. В первую петлю ставлю маркер. 1, 2, 3, 4 и 5. Верхние лапки вяжем точно такие же, как и нижние. В одну петлю провязываю 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. В первый столбик одеваю крючок, вывожу рабочую петельку и делаю воздушную. Дальше опять провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и 5. И вяжем последнюю вторую лапку верхнюю. 1, 2, 3, 4 и 5. Вставляю в первую, одеваю рабочую петельку и вывожу. Делаю воздушную. И до конца ряда провязываю так. И до конца ряда провязываю 4 столбика без накида. 1, 2, 3 и 4. Вот такое тело у нас получается. Итак, 8-й ряд. Провязываем все убавочки. Убавки я делаю за полную петельку. 3 петли на крючке провязываю вместе. Ставлю маркер, первый столбик. И так провязываем еще 7 убавок. Вторая убавка. За воздушную петельку на лапке это будет 3-я убавка. Дальше 4-я, 5-я, 6-я за воздушную петельку,
Дальше 7 и 8 в конце. Теперь 9 ряд провязываем без прибавок и убавок 8 столбиков без накида по кругу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Вот такая деталь получается. 10 ряд. В 10 ряду я провязываю все 8 прибавок. В каждую петлю 2 столбика без накида. Провязав 2 столбика, я ставлю маркер в первый. И дальше провязываю все прибавочки подряд. У нас должно получиться 16 столбиков. Дальше 11 ряд. 3 столбика прибавка. Первый столбик ставлю маркер. Второй, третий и прибавка. Так нужно сделать 4 повторения. 1, 2, 3 и прибавка. Это второе повторение. Дальше 1, 2, 3, прибавка. Это третье повторение и последнее. 1, 2, 3 и прибавка в конце. Вот такая деталь получается. Теперь провязываем 12 ряд. Снимаю маркер и провязываю в 12 ряду 11 столбиков без накида. В первую петлю ставлю маркер. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. 11 я не довязываю, беру черную пряжу и присоединяю, закрывая 11 петельку черной пряжей. Прикладываю хвостик к детали и теперь провязываю следующим образом. Итак, в следующую петельку я провязываю 3 полустолбика с накидом. Делаю накид и в одну петельку я провязываю 1, 2 и 3 полустолбика с накидом. Делаю накид и в следующую петельку я провязываю 3 полустолбика с накидом. 1, 2, третью я не довязываю, убираю ниточку черную, а закрываю уже синей голубой пряжей. Вот. И дальше до конца ряда я провязываю 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Вот такая деталь у нас получается. Вот мы вязали первую часть носика. Вот так. Черную ниточку мы не обрезаем пока.
Следующий ряд. А следующий ряд у нас 13. В 13 ряду провязываем опять 11 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 я не довязываю, меняю ниточку на черную и закрываю 11 столбик уже черной пряжей. Вот так. Теперь как мы вывязываем следующие ряды. Значит, делаю накид и провязываю, вернее, не довязываю, делаю шишечку из 3 столбиков с накидом. Раз, не довязали, делаю накид в следующую петельку, следующую я провязываю опять незаконченный столбик с накидом, делаю накид и провязываю в 3 опять незаконченный столбик с накидом, 4 петельки на крючке, провязываю вместе. Воздушную петельку мы с вами не делаем. Делаю опять накид и точно так же провязываем шишечку следующие 3 столбика незаконченных с накидом. Раз, делаю накид, следующую петельку, опять незаконченный столбик и в последнюю петельку на носике провязываю только накид. Все, 4 петельки на крючке, провязываю вместе и делаю воздушную петельку уже синей ниточкой, голубой. Вот так. И до конца ряда я провязываю 7 столбиков без накида. Все, обрезаю черную ниточку, она нам больше не понадобится, делаю узелочек. Вот, и вставляю вовнутрь, чтобы она нам не мешала. Все, вот такой вот носик у нас получается. Следующий ряд, 14. Снимаю маркер и провязываем без прибавок и убавок столбики без накида. Провязываем 11 столбиков без накида до самого носика. Теперь провязываем там, где мы с вами делали переход. Там, где с вами делали переход, не делали воздушную петлю, а делали как бы переход такой на носике. Теперь за воздушную петельку на носике. И дальше в конце 7 столбиков без накида. Всего должно быть 20 петелек. Вот 20 петелек. Вот так вот. И следующий ряд, 15, мы провязываем точно так же 20 столбиков без накида, без прибавок и убавок уже. Давайте так провяжем один ряд.
Вот такая деталь получается. Теперь давайте набьем туловище и половину головы. Набьем холофайбером. Итак, набила я уже деталь, туловище уже набила, голову еще пока не набивала. Значит, смотрите, следующий ряд мы будем провязывать с вами убавки. 16 ряд. Провязываем 3 столбика без накида, убавка. Так нужно повторить 4 раза. В конце 16 столбиков. 2, 3 и убавка. Это первое повторение. Дальше 1, 2, 3. Второе повторение. 1, 2, 3 и убавка. Третье повторение и последнее повторение. 1, 2, 3 и в конце убавочка. Дальше следующий ряд тоже убавки, только уже через 2 петельки. 1, 2 и убавка. Это первое повторение. 1, 2. Это второе повторение. 1, 2, третье повторение. И 1, 2 и убавка. Это получается у нас четвертое повторение. В конце ряда у нас должно получиться 12 столбиков. 12 столбиков. Теперь давайте с вами набьем голову. Итак, набила я голову. Вот такая вот она продолговатая получается. Теперь следующий ряд, все 6 прибавочек подряд. Раз, 2, 3, 4, 5 и 6. Теперь обрезаем хвостик, фиксируем ниточку. И стягиваем колечко. Просто нужно стянуть колечко. Вот за полупетельки. И подтягиваем каждую петельку. Все, стянули я колечко. Теперь в центр вставляю иголочку, а вывожу в любое место. Вот. И подтягиваю. Подтягиваю, и оно придает круглую форму. Теперь просто путаю ниточки. И обрезаю хвостик. Все, поправляю голову, носик поправляю.
Все, вот такая деталь получается. Теперь нужно приклеить глазки. Итак, глазки вставляем между 13 и 14 рядами. Вот тут, где заканчивается носик. Тут сразу мы делаем с вами глазик. По одному столбику отступаем и во второй столбик вставляем глазик. Вот сразу возле носика. Все, и давайте приклеим глазки. Итак, вот я приклеила глазки. И теперь нам нужно пришить ушки. Вот как раз таки я их буду пришивать. Там, где я приклеивала глазки. И на ряд выше, и на ряд ниже. Вот, отступив от глазика 2 петелечки. Буду пришивать за 3 ряда. Вот так вот. Буду пришивать ушки вот так вот. Посерединке, чтобы был глазик. Тогда оно будет хорошо смотреться. Ну, мне так кажется. Вот так. Давайте пришьем первое и второе ушко. Итак, пришила я ушки. Вот такая коала готова. Надеюсь, у вас все получилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Впереди еще очень много мастер-классов. Ну а на сегодня я вам говорю пока-пока.